Иногда прогресс идет слишком быстро. Человечество изобретает новые материалы, устройства и технологии с надеждой сделать жизнь лучше. Но что, если эти изобретения несут в себе скрытую угрозу? Что, если они настолько опасны, что правительства по всему миру решают их проще запретить, чем исправить? Сегодня я расскажу тебе о 5 изобретениях, которые когда-то считались прорывом, но в итоге оказались настолько опасными, что их пришлось убрать из повседневной жизни. И некоторые из них до сих пор представляют угрозу. В начале 20 века на рынке появилась настоящая сенсация – часы, которые светятся в темноте. Для их создания использовали радий радиоактивный элемент, открытый всего за несколько лет до этого Марией Кюри и ее мужем Пьером. На тот момент радиация казалась чудом. Люди не понимали ее опасности. Напротив, считалось, что радий приносит здоровье и даже омолаживает. Его добавляли в косметику, напитки и лекарства. Представьте, в магазинах продавались так называемые энергетические воды, в которых специально разводили радиоактивные элементы. Но настоящая трагедия развернулась на фабриках по производству радиевых часов. Тысячи молодых женщин, их позже назовут Radium Girls, вручную наносили люминесцентную краску на стрелки и цифры. Чтобы кисточка была острее, они обмакивали ее в рот. День за днем они проглатывали крошечные дозы радиации, не подозревая о том, что творят с собственным организмом. Через несколько лет у них начали выпадать зубы, разрушались челюсти, развивались опухоли. Рабочие умирали от лучевой болезни. Только после судебных процессов, скандалов в прессе и массовых смертей радиевые краски были запрещены. Но на тот момент многие изделия уже были произведены и разошлись по миру. И до сих пор в старых домах можно найти такие часы, которые по сей день фонят радиацией. Их не стоит держать на прикроватной тумбочке, уровень излучения может превышать безопасные нормы в десятки раз. Если ты родился до 90-х, есть шанс, что ты рос в доме, где стены, потолки или трубы были покрыты асбестом. Этот материал считался чудом, он прочный, легкий, дешевый и, главное, абсолютно не горючий. Асбест использовался повсюду, от теплоизоляции домов до тормозных колодок и даже детских игрушек. В середине 20 века считалось, что асбест – это решение всех проблем пожарной безопасности. Но была одна маленькая деталь, которую долгое время игнорировали. Его микроскопические волокна попадают в легкие и не выводятся оттуда. Со временем они вызывают хронические воспаления, фиброз и рак. Миллионы людей по всему миру десятилетиями дышали асбестовой пылью на стройках, заводах, даже в собственных домах. И лишь в 70-х годах начали появляться первые крупные исследования, доказывающие его смертельную опасность. Сегодня асбест запрещен в более чем 60 странах, но до сих пор используется в ряде государств. А старые дома, построенные с его применением, при ремонте могут выделять смертельно опасную пыль. Сегодня хлороформ мы знаем как вещество, которое используют в химических лабораториях или фильмах, чтобы усыпить человека платком с жидкостью. Но в 19 и начале 20 века его продавали в аптеках почти свободно. Им лечили зубную боль, использовали при родах, рекомендовали как снотворное и даже давали детям при сильной истерике. Дозировка. Кто как посчитает нужным. Последствия. В лучшем случае – кратковременная эйфория. В худшем – остановка сердца. В медицинской истории есть множество трагедий, связанных с хлороформом. Случались массовые отравления, смертельные случаи на операциях, потому что вещество оказалось куда более токсичным, чем предполагалось. К середине 20 века его постепенно вытеснили более безопасные анестетики, а свободную продажу запретили почти во всем мире. В 1950-х годах мир переживал ядерный бум. Считалось, что атомная энергия – это путь в светлое будущее. Компании наперебой выпускали товары с радиоактивными элементами, от зубной пасты с ураном до детских наборов «Юный физик», в которые входили настоящие радиоактивные изотопы.
Даже серьезные корпорации экспериментировали с ядерными батарейками для бытовых приборов, от наручных часов до карманных фонариков. Все это казалось безопасным, пока не начали появляться первые данные о радиационных ожогах, утечках и потенциальной угрозе терроризма. В итоге все подобные разработки свернули. Сегодня подобные предметы считаются коллекционными и требуют особых условий хранения. Если ты когда-либо пользовался скрабом для лица или зубной пастой с отшелушивающими гранулами, скорее всего, ты сталкивался с микропластиком. Эти крошечные шарики активно добавляли в косметику и бытовую химию вплоть до 2010-х годов. Проблема оказалась глобальной. Микрочастицы не растворялись в воде и попадали в реки и океаны. Их находили в желудках рыб, птиц, а позже и в человеческом организме. Сейчас многие страны полностью запретили использование пластиковых микрошариков в косметике. Но океаны все еще полны следов этого эксперимента. Каждое из этих изобретений когда-то считалось благом. Часы, которые светятся в темноте. Материал, который не горит. Удобное снотворное. Миниатюрный атом в твоем кармане. Красивые блестящие скрабы. Но история показывает, то, что кажется прорывом сегодня, завтра может оказаться угрозой для здоровья миллионов людей. И возникает вопрос, какие технологии нашего времени станут следующими в этом списке? Электронные сигареты? Нейроимпланты? Или что-то еще, о чем мы пока даже не подозреваем? Подписывайся на канал, если хочешь узнать об этом первым. Потому что иногда знание – это не просто сила, а способ защитить себя.